Добрый день, друзья! Сегодня хочу начать свое видео не с рассказа об орхидее Абба, а задать вам вопрос. Будет ли вам интересен формат видео, которое я хочу вам предложить? Нас с вами становится все больше и больше, а часов в сутках остается ровно 24. И у меня просто катастрофически не хватает времени отвечать на ваши вопросы. Да, те вопросы, которые нужно решать сразу, здесь и сейчас, я обязательно буду отвечать. А те вопросы, которые не скоро помощные, я хочу сделать новый формат видео. Раз в неделю. Или как получится, но желательно, чтобы это выходило видео каждую неделю, может быть, это будет суббота-воскресенье, чтобы у вас было время посмотреть это видео. Я прямо буду зачитывать ваши вопросы и отвечать на них сразу же. Почему я хочу так сделать? Очень часто бывает много одинаковых вопросов. И все равно приходится отвечать на эти все одинаковые вопросы. Это отнимает очень много времени, а его не становится больше. Поэтому, если вам интересен будет такой формат моих ответов на ваши вопросы, напишите мне, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Мы с вами выберем этот формат. Я здесь могу подготовиться к некоторым вопросам и что-то вам показать на своих примерах. Поэтому давайте обсудим вместе. Ну а сегодня я вам обещала на этой неделе показать орхидею Абба. Немножко ее истории. Она была куплена перед Новым годом, простояла недельки 2, и у нее в горшке начал расти огромный одуванчик. Причем я его пару раз срезала, но на 3-й раз поняла, что одуванчик значительно живучее, чем орхидея может быть. Поэтому мне пришлось разобрать этот горшочек, убрать корень этого одуванчика. Там весь горшок был заплетен в этом корне. Я вам показывала. Ссылочку на это видео я вам оставлю, как всегда, в правом верхнем углу экрана и в описании под видео. Поэтому, кому интересно посмотреть одуванчик вместе с орхидеей, проходите, смотрите. Обработала корни разведенным Максимом. Опять же, было очень много, все время говорю, было много вопросов, почему я это сделала. Вот сейчас при пересадке я вам и покажу. С момента обработки прошло чуть больше, чем 1,5 месяца. Обрабатывали мы ее 22 или 25 февраля. Я ее не доставала из горшочка ни разу. Сейчас я ее достану и покажу вам, какие корни после обработки Максимом наросли у этой орхидеи. Покажу вам на подносе, чтобы это было не на столе. Что с орхидеей произошло за эти... Убираем держатель. Вернее, что не с орхидеей, а что с корнями орхидеи произошло за эти 1,5 месяца. Вы мне часто пишете, корни в воде гниют. Да, какие-то корни, которые орхидеи уже не нужны, они сгнивают. Но мы их сейчас совершенно безболезненно отрежем. У нее изначально были неплохие корни. Есть сухие, которые тоже нужно обрезать. Есть, которые вообще высохли. Они тоже нам уже не нужны. И смотрим, что делает орхидея. Она от старых корней растит. Прямо наращивает от больших старых корней. Вот такие пробуждает корешки маленькие. Причем их много. Вот еще сейчас покажу. Вот он. Растут корни от шеи. Вот этот листик я не буду сейчас убирать, но он разорван из начала листика. И смотрите, здесь был цветонос и вырос корень. Кстати, вот здесь был маленький-маленький корешок. Вот он был маленький корешок, который обработан. Даже видно, что он обработан Максимом. И вот такой от него вырос хороший большой корень. И лист разорван. Поэтому
начал немножечко желтеть. Желтеет, кстати, в серединке. Но это нормально для листа, который у основания разорван на две половинки. Я не знаю, видно там за корнем или нет, но давайте вот отсюда покажу. Вот он разорван здесь от основания. Вот еще один лист разорванный от основания. И вполне возможно, что он и его начнет отсушивать. Но пока ничего не происходит, ничего трогать не будем. Вырастил листик, который растет из точки роста. Масло масляное какое-то получилось. На основании пошли корни. Вот еще от старого корня вырос корешок. Вот корень. Еще один гнилой. Вот все, что гнилое, мы обязательно убираем. Все гнилые кончики срезаем. И убираем. Так, сейчас еще здесь совсем сухой корешочек маленький. И вот покажу вам интересную вещь. Сейчас вытащу. Как интересно устроен корень у орхидеи. Вот здесь, вот на пальчике буду показывать. Сухой корень, он идет от основания. А здесь дальше. Вот этот же корень, он еще рабочий. Правда, он не начал расти, но и не умер. Поэтому такой корень я никогда не обрезаю. Вполне возможно, что он в грунте начнет отращивать также молоденькие корешки, поэтому оставляем. Но даже если он начнет пропадать в грунте, я не буду после этого вытаскивать орхидею и срочно удалять этот корень. Ничего с этим не случится. Надо дать возможность этому корню еще попробовать прорасти. Я прощупываю пальчиками корешки. Если где-то сухой корень и не начал расти, вот такой корень я срезаю. Причем обратите внимание, как я срезаю. Я срезаю вместе с лома корня. Ну, а здесь есть совсем сухой корень. Его я обрежу. И еще на один корень я вам обращу ваше внимание. А вот такой корень, вот такой, он от основания остался, веламен весь сгнил, от основания остался тяж. Здесь, видите, корень начал, вот здесь он начал становиться мокрым и пустым, веламен снимается. И по виду корня он с желтизной. По виду корня можно понять, что расти вряд ли он уже будет. Загнивания начинаются везде. Видимо, это корень старый. Вот такой корень я убираю совсем. Причем убираю его от основания. Сейчас еще поищем что-то ненужное. Например, сухие кончики корней. Все остальные корешки орхидей я оставляю. И вот в таком... Так, еще один черненький нашла. Маленький. И вот с таким количеством корней эту орхидею я сейчас посажу в двойной горшок. Корней у орхидеи очень много. Горшок мы всегда подбираем под размер корней, чтобы помещались все корни и чуть-чуть еще было какое-то пространство для роста. Не плотно, но и не свободно. Не надо брать 5-литровый горшок, например, для такой орхидеи. Этот горшочек 2,2, по-моему, литра. На нем не написано, почему-то производитель не указывает, но по объему это где-то 2,2, 2,3.
И, как всегда, я просто засыпаю керамзитом. Корни после воды я не промывала, потому что даже, сейчас вам покажу, в горшке вода, да, есть какие-то тут водоросли, но их незначительное количество, поэтому я не буду промывать корни. Большие корешки почти все, только почти все ушли в посадку. Вот здесь только один хочет расти вверх, поэтому оставим его место для маневра. Пусть так и будет. И еще я хочу у нее отрезать цветонос. Причем отрезать... Вот здесь она цвела, вот эта часть была цветущая. Вот здесь есть первая непробудившаяся почка. Я всегда отрезаю буквально на сантиметр-два выше первой непробудившейся почки. И срез обрабатываю перекисью водорода. Я вообще те цветоносы, с которыми пришла и которые цвели от производителя, я стараюсь их не отрезать полностью, если орхидея не засушила их сама. Потому что орхидея настолько стимулирована гормонами в этот момент, что она может и пробудить почку, и дать детку, и продолжить цветение цветоноса. И вообще в лето я стараюсь не отрезать цветоносы. Потому что выключат у нас отопление, сейчас начнется очень хороший перепад опять температуры в комнате, и может быть пробуждение этих спящих почек. Как буду поливать? Просохнет — полили, просохнет — полили. Но самое главное, что я делаю сейчас в этот момент, я помещаю орхидею в то же самое место, где она стояла на реанимации. То есть она не почувствует перемены освещения. И это для нее очень важно. Будем наблюдать дальше за этой орхидеей. Жду ваших ответов, жду ваших комментариев именно на тот первый вопрос, который я вам задала. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!